София, вот вы жена богатого человека, при этом молодая и красивая. Как часто приходится сталкиваться со спекуляциями в свой адрес? Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Что, возможно, вы не самостоятельная личность, возможно, вопрос там в деньгах и так далее. Как часто вы слышите подобное в свой адрес? Ну, наверное, в наше время к такому вопросу относятся очень положительно. То есть я бы даже сказала, принимаю это как комплимент. Слава богу, сейчас не так-то уже и мало богатых людей. И я бы даже сказала откровенно, мы не самые богатые люди, которых я встречала даже среди своих знакомых. У меня нет розового Порше и нет такого желания, хотя вот я сейчас нарядилась, но нету желания себя компрометировать и вызывать какую-то агрессию у окружающих. И все-таки женский мир достаточно жесток. И наверняка, когда вы с Андреем Андреевичем только начинали свои отношения, и вы тогда еще не знали, чем это все закончится, наверняка у вас была большая конкуренция. Как вы справлялись с конкурентками? Знаете, сначала тяжело. Сначала воспринимала это по-женски, как я иногда говорю. Сейчас муж меня будет ругать по бабьи. Воспринимала по-женски, очень переживала по этому поводу. Но потом в какой-то момент я поняла, что это можно сравнить с политикой. То есть женские вот эти вот страсти, они равнозначны политической стратегии какой-то. И когда я это начала воспринимать с такой точки зрения, и, естественно, выработала какую-то свою политическую стратегию в этом направлении, какой-то даже свой устав внутренний, о котором даже, возможно, не знал муж. В ряду с этим я понимала, как классно сменяются разные лидеры конкурентов, а я постоянно в президентах. Вы упомянули о неуверенности в себе. При этом вы также говорили мне как-то, что вы никогда не ходили как подростки тусоваться там куда-то по ночным клубам и так далее. Это был какой-то ваш осознанный выбор? Или так вас воспитали? Или что это вообще такое? Потому что на самом деле, как у ребенка должно быть детство, так у юности должна быть юность. Какой была ваша юность? Мы жили в доме, где было большое озеро. Хорошая семья, правда, я выросла в хорошей семье. Но в этом доме жила мама с нами. Мы с папой в разводе, он военный, и там интересная история. А еще в этом доме жил брат. И у меня трое, можно сказать, двоюродных братьев-сестер и мой брат. И вот я была старшая. 4 детей, я старшая. Поэтому мое детство прошло весело. Возле этого озера, там всякие детские игры. А потом как-то наигралась. И вот с детства начала задумываться, чем я буду заниматься, что я буду делать. И, наверное, сыграл где-то, может быть, даже невыгодно сейчас прозвучит для меня, но сыграл мой вот тельцовский прагматизм. Это на самом деле правда. Я вам скажу, что ходить по клубам и по тусовкам – это очень недешево. И я просто, я не понимаю целесообразности, извините за сленг, сливать такое большое количество денег в клуб, где даже нет уютного места, где ты можешь пообщаться, узнать человека. То есть получить какой-то кайф от вот этой беседы, которая впоследствии может сыграть для вас какую-то коннект, хороший смысл. И у меня есть очень красивый брат. Я попробовала разочек второй с ним сходить. Мне не понравилось. Я не увидела там ничего того, что могло бы быть для меня полезно. У меня есть черта характера такая, я не знаю, хорошо это или плохо. Мне должно это приносить определенную пользу. Пользу моральную, пользу материальную, пользу духовную. В виде клуба я не вижу никакой пользы. Красивого, интересного мужчину я там, наверное, не встречу. Потратить кучу заработанных денег, которые я зарабатывала своим путем, тоже не имеет смысла. Поэтому разговаривать с выпившими ребятами не считаю это как-то чем-то интересным. Собственно, примитивно, но это действительно так. И своих девочек, наверное, мне не придется особо переубеждать, потому что они растут уже в коммуникации, их много. У меня в детстве тоже была эта коммуникация, но у меня нету какой-то жажды себя показать и с кем-то пообщаться. И, наверное, была какая-то уверенность с детства, что у меня будет муж и все будет хорошо. Гоняться за этим не стоит. Вы задумывались когда-нибудь, кем бы вы стали, если бы не вышли замуж за Андрея Андреевича? Вот кто была бы София не Дуйко?
Ну, однозначно богатым человеком. Однозначно. То есть, опять же таки, если мы на клуб не тратили, откладывали в копилочку, то у меня были изначально какие-то стратегические планы на свое будущее для своих будущих детей. У меня в семье все такие люди научного склада, и я закончила технический университет авиационный, газотурбинные установки, компрессорные станции, энергетика. Но, естественно, что закончить я закончила для диплома, но в дальнейшем в этой сфере не собиралась продолжать свою жизнь. И что-то, возможно, бы создала, какое-то свое дело или какой-то был бы уровень в карьере. То есть сейчас я не хочу хвалиться, но это так, я очень целеустремленный человек. Я не могу сказать, что это было бы связано с духовностью, нет. У меня мама всегда была склонна к тематике духовности, эзотерики, но только благодаря мужу я открыла для себя очень много нового. И, возможно, я была бы где-то совершенно в другой сфере. Возможно, это была бы какая-то тематика, связанная с рекламой или еще. Я не буду сейчас углубляться, это другой разговор. Но однозначно то, как развернулась судьба, меня удивило и очень приятно удивило. Поэтому я истинно верю в то, что происходит все для нас к лучшему. Очень интересно. Вы фактически для своего мужа стали настоящей музой. Я вот смотрю, как он вот такие вот взгляды на вас периодически кидает, и у него сразу в глазах такая искорка, и тепло такое разливается. У вас очень нежные, очень благородные отношения. Вы действительно муза, но при этом вы еще его партнер. Я вот смотрю, вы с утра встаете, вы начинаете какие-то бумаги, звонки, вы занимаетесь какой-то частью его бизнеса. Вы сейчас будете открывать свою линию косметики. То есть у вас будет собственный еще проект дополнительно. Плюс его какие-то там дела вы решаете. Вы его партнер при этом, при всем. Но эзотерически считается, что муза и партнерство – это две разные роли, причем часто несовместимые. Как вы их совмещаете? Политика. Спасибо тем девушкам, которые меня к этому приучили. Семья – это очень большой труд. И мы с мужем уже порядка 10 лет вместе, но только спустя несколько лет я могу назвать это облегченной уже такой жизнью, когда мы друг к другу полноценно привыкли, уже знаем каждую извилинку. Если бы я не была его партнером, я не была бы ему той музой. Ну сколько можно понаслаждаться? Ну год, ну 2. Ну хорошо, да, конечно же, любовь. Но нам известно, что есть много креативных личностей, которые эту музу теряют. Вот нет у него музы, я творить не могу. В нашем случае есть и безумная тяга друг к другу, это однозначно. И есть какое-то взаимоуважение, дружба и, естественно, какая-то общая цель. Фактически я же могу говорить о том, что вы являетесь и руководителем во всех ваших предприятий наряду с Андреем Андреевичем. То есть вы, в принципе, как женщина, в том числе выполняете роль руководителя. У вас есть подчиненные. Как вы считаете, какой вы руководитель? Знаете про звание серого кардинала? Вот я бы, наверное, так это назвала. Руководитель, бог, президент – это у нас только Андрей Андреевич. Я даже его очень приятно называю так в доме, Андрей Андреевич. Я, наверное, не руководитель. Я больше организатор и тот человек, который преданно служит своему делу и преданно служит своему мужу. И сначала мне хотелось где-то подхватить, помочь, отблагодарить, наверное, школу, людей за то, что вот действительно он горит. Ну, мы же знаем, что он болел долгое время, и где-то в глубине души мы переживали, сможет он побороть эту болезнь, или все ли будет хорошо. Но занимаясь своим любимым делом, развиваясь в этом, имея очень хорошую атмосферу, имея какое-то желание идти дальше, конечно же, женщина и мать хотела бы вспушить эту всю атмосферу, чтобы это не заканчивалось, чтобы вот так дальше и было. Потом пошли дети и все прочее. И, конечно же, это тот груз, который нужно нести. То есть для меня это не вопрос. Хочешь заниматься, не хочешь, это надо. Это твое, это как бы ваше детище. Но как ты относишься к детищу? Естественно, с полной ответственностью и с качеством. То есть мы с мужем перфекционисты.
И в нашем понимании, наверное, все должно быть вот идеально или никак. Тем более, ну, ребята, когда происходит чудо на твоих глазах, ну, ты не можешь вести себя по-другому. Вы с Андреем Андреевичем, несмотря на то, что люди обеспеченные, вы как-то свое вот это вот материальное благополучие не выпячиваете. То есть я вот заметила, что у вас и в доме все как-то так продумано. Вроде дом большой, но ничего лишнего. И как-то вот вы не объедаетесь там какими-то страшными явствами, так вот, чтобы вот прямо стол ломился, но у вас при этом все есть и всего вдосталь. И все очень со вкусом. То есть у вас все очень благородно. Но и складывается такое впечатление, что вы, в принципе, внутренне свободны от денег. Но мы же девочки. Нам же иногда хочется потратить. Вот пойти и вот швырнуть, я не знаю, там, на шопинг, на какую-то поездку, на спа, еще на что-то. Вот у вас есть какие-то такие вот причуды на то, что вот вы готовы швырнуть? Не, ну, конечно, я вам скажу больше. Мы же все ведьмы, женщины, чуть-чуть ведьмы в хорошем смысле. И я очень люблю иногда что-то прикупить. Это не обязательно должно быть что-то дорогое, но не обязательно что-то недорогое. То есть это должно быть что-то со вкусом, должно быть что-то интересное. Но я должна вам признаться, в последнее время я с таким удовольствием покупаю какой-то классный реактор для косметических варок или какое-то новенькое блестящее оборудование. То есть у нас с мужем в этом плане характеры сходятся. То есть а ну-ка еще вложить в то, что будет давать плоды. Вот сейчас мы, наверное, на таком этапе, когда мы больше вкладываемся в то, чтобы построить настоящее, что-то настоящее, в это детище. То есть если женщина, жена любого состоятельного мужчины будет вести себя вызывающе, то первое – глупая девочка, второе – она позорит мужа, ну и привлекает к себе неприятные обстоятельства, которые существуют в мире, да, там даже небезопасные обстоятельства. Поэтому мы ведем себя нормально, мы эти деньги заработали и работаем, правда, иногда по 24 часа в сутки. Что такое для вас быть женой? Где у вас начинается давать и где брать? Ой, там нет начала, нет конца. Мы даем с начала до конца и берем с начала до конца. Это то состояние, если ты действительно жена, если ты не играешь какую-то роль, хотя и истинные жены иногда играют роль, что она спокойна и радостна, хотя внутри скребут кошки, и хочется кричать и, извините меня, материться, бегать по двору. Но ни в коем случае нельзя позволять это видеть мужу. То есть в моем случае это где-то служение. В какой-то момент я поняла, что быть женой – это служить. Но эта служба не многие феминистки, что сейчас популярны, и в принципе я даже уважаю некоторых из них. Я не буду проговаривать фамилии, чтобы не нарушать какие-то авторские права или просто границы. Но мне нравятся сильные женщины, мне очень нравятся лидеры женщины. И где-то в чем-то я с ними согласна. Я понимаю, что в моем случае мне безумно повезло. Я где-то расцениваю свой брак как чудо, потому что на самом деле, мы даже с мужем недавно разговаривали за завтраком, прожив столько лет, родив столько детей, мы смотрим друг на друга, у нас есть искры, я прошу прощения, у нас прекрасная сексуальная жизнь, у нас нету даже мысли посмотреть направо-налево, как у него, так и у меня. Хотя мы любим похвастаться, ой, там мне он любит, когда я замечаю, что кто-то на него посмотрел. Ну, то есть это вот мальчишеское. И это безумно интересно, что вот этот огонек, он не проходит. И я не понимаю уже, вот честно говоря, я не понимаю, это уже магия с его стороны, или это моя магия, или это просто чудо, или так и должно быть. Потому что в своих родителях я этого не видела. И я вам скажу честно, я вообще крайне редко наблюдала такой брак. Поэтому это еще один повод доверять мужу и где-то учиться у него. То есть я у него учусь, но истинная жена, она должна служить. Служить в чем? Не позволять элементарным эмоциям овладать собой. Даже когда я была беременна, я понимала, для мужчины не существует никаких аргументов. Если ему некомфортно, а я, допустим, на почве там, каких-то гормональных перебоев, там у меня настроение плохое, мне хочется высказаться или выкричиться. Для мужчины есть вот этот вот щелчок «мне некомфортно». Я отвернулся. Да, это потому что то.
Но позволять себе такую роскошь нельзя. И когда ты это принимаешь не как вот надо, ты принимаешь как приятную службу, вот тогда это хорошо. И тогда мужчина это оценит. Вы открываете сейчас новую линию косметики, и не знаю, там вы уже потом решите, конечно, сами, как вы захотите, но мне почему-то кажется, что именно вы должны быть лицом этой марки, этого направления, потому что вам удивительным образом удается сохранять свою красоту и молодость. И Андрей Андреевич лично попросил мне задать вопрос, как это у вас получается. Ну, опять же таки, есть, наверное, процент сомнения в том, что это косметика. Есть, наверное, у меня доля сомнения, что это какая-то магия. Я не буду это исключать, живя со своим мужем. Да, я, даже если бы муж сказал, давай возьмем Наташу, Глашу и Аллу Петровну, я бы сказала, да, мы их возьмем, но сначала буду идти я. Почему? Не из-за того, что у меня там прям такая мания величия, хотя корона, наверное, у каждой девочки есть. Если она иногда ее снимает и кладет на тумбочку, но она там лежит. Это нормально. Я лично испытываю, действительно, сейчас у меня есть технологи, команда, есть лаборатория, и мы уже несколько лет испытываем определенную там линейку кремов, средств и всего прочего, и в первую очередь на себе. И мне кажется, что клиент должен видеть того, кто представляет продукт, видеть на его лице, на нем, видеть результат. Если я возьму красивых девочек, которые там предварительно пользовались чем-то другим, ну, это не будет совсем честным. Возможно, и возьму, но, наверное, в ряду какого-то маркетологического плана. А так, конечно, да, косметику сделать нужно. Я лично, когда начала, ну, мне 35 лет, и я, естественно, там, пару лет назад начала интересоваться вот, вопросом, а чем пользоваться, а как за собой ухаживать. Ну и родилась такая идея, потому что я пробовала и очень дорогие серии, американские, итальянские, есть интересные, японские. Есть интересные продукты, но я поняла, что создать что-то свое идеальное – это не глупая идея. Возможно, где-то дерзкая и смелая, но это правильное решение, потому что у нас получается. И я должна буду это показать. У вас внутренней конкуренции в семье нет? Вот почему я задаю этот вопрос? Вы знаете практически все вот темы там, семинаров Андрея Андреевича, то есть весь материал, вы в материале, вы много лет во всем в этом варитесь. Вам не приходило в голову тоже начать читать лекции? Приходило. Но, вы знаете, если бы я не жила рядом с мужем, возможно, я бы где-то и занялась ранее. Ну, там, я не говорю эзотерическими курсами, но какими-то там связанными со внешностью. Но вы понимаете, когда человек перфекционист, а у меня есть такая, я не знаю, это особенность или недостаток, не могу сказать точно, и видя идеал перед собой, но в моем понимании муж действительно идеален. Это не какие-то там громкие слова, я имею в виду, он обладает определенными необычайными способностями. У него есть дар определенный. Я вижу, сколько знаний в его голове. Кто я по сравнению с ним? То есть, понимаете, вот это вот, когда ты имеешь на весах вот это сравнение, ты думаешь, Господи, а что ты можешь вообще поведать людям, ну, когда ты видишь, что ведает он? И, конечно, с одной стороны, это где-то усложнило задачу, а с другой стороны, простимулировала, потому что мы очень долгое время вместе, я понимаю, что мне все-таки есть что рассказать женщинам, по крайней мере, да и людям тоже, в плане отношений, в плане внешности, в плане красоты. И я, наверное, буду это делать, потому что, ну, это логично, это честно. Но рядом с ним ты стараешься это оттянуть, потому что ты понимаешь, что ты не так хорош, как он. И ты не дашь всего того, что может дать он. И что это будет как-то постыдно, смешно или нелепо. У вас же была очень интересная история знакомства с мужем. И он, помню даже, он говорил о том, что вас ему напророчил оракул в Индии, Да. а вам его напророчил он сам. Да. Это смешно, но это правда. Расскажите об этом. Ну, это правда, потому что тут не придумаешь, это невозможно как-то подстроиться, поставить. Я почему так рассказываю? Правда, честно, правда. Да потому что я сама до последнего не верила. Понимаете, если бы мне вот так вот со стороны рассказали вот эту историю, или я бы посмотрела интервью, я бы, наверное, где-то, процентов на 90 скептически была бы настроена и посмотрела бы, послушала, потому что это интересно. Наверное, я пошла бы дальше заниматься своими делами. Было сложно.
Я работала тяжело, и у меня даже была перспектива. Был карьерный рост, и, в принципе, нужно было ехать в Германию, меня направляли туда. То есть, в принципе, все шло хорошо. Мама интересовалась эзотерикой, как я сказала, очень долгое время. И она познакомилась с Андреем Андреевичем через его учение. Вот она прошла очень многих учителей, почему я еще к нему так расположилась. Она прошла очень много учителей, перечитала множество книг и остановилась именно на его методиках, потому что они дают какой-то смысл, они дают эффект. То есть не просто вода, слова, умные разговоры, умные слова, а конкретно результат. И случилось так, что она попросила его встретиться со мной. Ну, по каким-то рабочим вопросам, попросить какого-то совета. У меня не складывалась личная жизнь, потому что я карьеристка была, и вот как-то все так сложилось. И когда мы встретились первый раз, он мне сказал, что у тебя будет муж, он будет лысый, но на тот момент так и было. И тихонечко маме на ушко сказал, что будет 4 детей. Мне об этом не говорил, потому что если бы он мне тогда это сказал, я бы открестилась и убежала, понимаете? То есть меня бы это очень напугало. И он сказал тогда, что и ты уйдешь с этой компании, это международная компания, я очень дорожила этой работой. А ему когда-то, когда он был в Индии, когда он был болен достаточно и ехал туда за каким-то, может быть, спасительным советом, ему очень мудрый человек сказал, что ты женишься на индианке. И уже я опущу историю, когда мы готовились к свадьбе. Опять же таки, это все было спонтанно, потому что очень много работы, съемок. Я уже тогда больше была направлена на работу с мужем. И сама себе придумала прическу, это все было по ходу, то есть у нас не было долгих подготовок. Мы с мамой зашли в свадебный салон, и буквально это правда, это был первый свадебный салон, и за первые 15 минут первое платье, которое надела, то мы и купили. Что оно подошло, ну, как будто бы вот все складывалось. Либо мы такие вот везучие, либо все действительно так хорошо шло. И я себе в интернете, сидя на еще прошлой работе, в интернете заказала тилаку, вот есть такое индийское украшение, заказала колье в индийском стиле. Не знаю почему, вот мне захотелось так. Обрисовала полностью руки хной, вот эти вот украшения, и не только руки. И когда муж уже меня ожидал вот на этом красивом месте, мы обручались возле озера. Это тоже одна из моих больших пожеланий была. И он открывает фату. Внешне все якобы вот в нашем европейском стиле. Но он открывает фату, а там тилака, знаете, вот эта прическа затянута, этот макияж индийский, эти руки в этом всем. Ну и платье такое разрисованное, тоже под стиль индийской свадьбы. И, конечно же, вот тогда он очень удивился. Я сначала не поняла, думаю, уже не понравилось. Думаю, господи, надо было все-таки к косметологу хорошему идти или там к визажисту. Но потом он рассказал эту историю. Да, это было интересно. У Тамары Гварцетели есть песня «Посвящение женщине» на гениальные стихи Марины Цветаевой. И там есть строки «Бог не суди, ты не был женщиной на земле». Для вас быть женщиной – это испытание или счастье? Муж меня, наверное, сейчас осудит. Если я... Ну, мы же разговариваем как две подруги, да, наверное. Даже если на нас, вот, допустим, смотрят люди. Ну, мы же не знаем. Мне кажется, что мужчина – это просто мужчина. Вот мужчина не знает другой природы. А давайте друг другу честно ответим. А женщина может понимать мужскую природу в какой-то момент. Ну, я не говорю про какие-то отклонения психические, вот там, со здоровьем. Я не говорю об этом. Я говорю вот о мужчине и женщине. Женщина может в себе иметь и мужские качества, и женские качества. Это не хорошо, это не плохо, это просто так. Поэтому Бог, когда нас создавал, спасибо ему большое, что Он так ее укомплектовал. И, наверное, это где-то, ну, по моему мнению, почему я говорила про служение, про вот, какую-то политику, женщина обязана не просто сидеть и рассказывать, вот ты зарабатываешь, а я там посуду мою, и давай, значит, 50-50. Нет. На женщине больше ответственности. Если муж приносит эти деньги, он не будет их приносить, если ему будет плохо, некомфортно и так далее. Если она не будет ему партнером, пусть даже не в бизнесе в каком-то, но я имею в виду там атмосферно как-то. И женщина должна понимать мужские стороны лучше, чем он понимает ее стороны. Она должна анализировать на несколько шагов вперед. Мне кажется, что ей в голову вложили этого понимания больше изначально, нежели мужчине. Поэтому на ней ответственности больше.
Она рожает ребенка, она, ну простите за прямоту, она может остаться одна. И она обязана будет обеспечить ребенка или, допустим, выжить. Поэтому на женщине больше ответственность. Это не страдание, это не радость, это вот так оно создано. И нам просто нужно это честно признавать. И когда вот девочки рассказывают, он мне должен, да, он тебе должен, но для того, чтобы он стал тебе должен искренне, ты должна сделать вот это, еще это, и еще это, и вот это. И еще для его родных. И это правда. Причем не для показухи, чтобы там каждому одеть корону, перед каждым точнее, а на самом деле. Потому что тот же Бог на женщину смотрит, в этом я уверена. Он смотрит на женщину, и если женщина старается для этого мужчины искренне, то и мужчине перепадет. Извините, ну вот это вот тоже честно так, но где-то я думаю, что у женщины с Богом связь где-то побольше. Ну, по крайней мере, он посматривает на женщину. Вы с мужем наверняка в любом случае ругаетесь. Все ругаются. Конечно. Как у вас эти конфликты происходят вообще? Вот. И как вы вообще друг друга называете в этот момент? Я знаю, что пока вот вы, как это говорится, в мирное время, да, вы друг друга называете солнышко. И это очень мило. А вот когда вы ругаетесь, у вас есть какие-то такие вот моменты, когда вот распирает изнутри, хочется вот сказать, и вот как вы справляетесь с этим? Ну, наверное, самое страшное обзывательное слово на моего мужа, когда я его называю Андрей. Вот это все. Он знает, если я его назвала Андрей, то дело плохо. Конечно, есть конфликты. Конечно, конфликты, но они, я вам скажу, они в последнее время крайне редко встречаются. Первое время, когда мы только начинали жить, то, конечно же, чуть-чуть мне было тяжело, было действительно много поклонниц у мужа, и ну, я нормальный человек, я чуть-чуть комплексовала по этому поводу, но муж как-то сел, объяснил мне все, и как-то все стало понятно. Сейчас бывают какие-то трения, но в силу того, что я тоже уже не девочка, я тоже имею какую-то свою точку зрения, но все как-то проходит в течение 3-4 минут, это правда. Вот мы можем высказаться, и он начал меня слушать. Раньше он как-то так больше старался прижать, сейчас он меня выслушивает. Я 3 минуты что-то лепечу, я знаю, у меня есть таймер. И потом буквально вот в какое-то мгновение раз, и мы не растягиваем это удовольствие. Мы действительно, если чуть-чуть конфликтуем, то это даже не конфликты, это, можно сказать, честные дебаты. Мы друг другу что-то высказываем, свою точку зрения, в чем недовольны, потому что бывает и что на почве бизнеса у кого-то есть какое-то мнение, это нужно обсудить. И мы высказываем, аргументируем, это должно быть очень четко, понятно, за короткое время, а потом раз – и конфликта нет. То есть нету вот этого вот кайфа от конфликта, а ты мне сказал на следующее утро, а я не буду с тобой разговаривать, а я вот затяну сейчас сигаретой и томно посмотрю вправо-влево. Нет, такого нет. То есть четко, по делу, ради какой-то вот цели. И то крайне редко. Правда, это неинтересно. Опять же таки, у меня нету выгоды, и я не вижу пользы в конфликтах. Ну, разве что это может быть чуть-чуть взбудоражить какую-то страсть. Ну, мы же молодые люди. Это есть. А так конфликты даже у нас чуть-чуть вкусны. Они вкусные. Муж у вас очень много времени уделяет людям совершенно безвозмездно. И если говорить о том, что вот вы служите ему, то он где-то служит людям. Это как? Я сама задалась в какой-то момент этим вопросом. Это как? То есть, что мне с этим делать, как мне с этим жить? С одной стороны, да, хорошо, да, прекрасно. Но мы же не глупые люди. Если ты погружаешься в бизнес, ты понимаешь, ага, есть такие вариации ведения бизнеса, есть какие-то другие методы, как заработать те же деньги. Ну, если на то пошло, ну вот элементарно можно было бы построить несколько дополнительных бутиков, магазинов, интернет-магазинов и спокойно где-то отдыхая в теплых краях получать деньги. Поставить несколько директоров этих магазинов и все. Он же, в свою очередь, каждую неделю уже на протяжении очень многих лет проводит бесплатные семинары, бесплатные трансляции, получает, ну, я не побоюсь этого слова, просто не писем от людей. И в большинстве своем бесплатно их обрабатывает, отвечает. В какой-то момент меня это немножко раздражало, потому что он, правда, посвящал очень много времени этому. Потом я поняла, что это действительно служение, поэтому «Очі бачили, що купували». Если человек несет определенную миссию, я поняла, что это действительно не какие-то сказки, это не легенда, не создание образа. Ему нужно нести эту миссию, потому что другого выбора у него нет.
И я поняла, что это правда какая-то сверху цель, и, возможно, даются ему эти возможности не просто так. Потому что если он действительно поступит, как, допустим, даже успешный бизнесмен, получая деньги более легким путем, он где-то придаст это вот свое направление. Как вы к хейтингу относитесь? Я уверена, что находятся люди, которые вас хейтят. И, в принципе, я даже там сталкивалась с какими-то публикациями, и даже там с видео с определенными, где говорится о том, что вся ваша история – это шарлатанство. И что то, чем занимается Андрей Андреевич, а вы там рядом с ним, там чуть ли не ведьма, простите, такая, да? То есть такое семейство колдунское. И что вы еще и наживаетесь на этом. Как вы к этому относитесь? Спокойно. Спокойно, потому что когда-то я заказывала вещи через интернет, и я наблюдала картинку одну, вещь стоила недешево. Мне приходила совершенно другая вещь, и я считаю это шарлатанство. Я считаю, вот это настоящий обман. Или, допустим, я покупаю в магазине, в Цитрусе дорогие наушники, а потом оказывается, что это китайская подделка, потому что на второй день они перестают работать. Вот ответьте мне, это честно? То есть вроде бы все хорошо, это магазин, который уплачивает налоги, все замечательно, но там идет обман. Если вот так вот уже предвзято относиться, обман может быть где угодно. И, наверное, обхейтить можно кого угодно. Даже какую-то домохозяйку, которая там в Ютубе снимает видео, как она готовит и что-то рассказывает, таким образом зарабатывает деньги. Конечно же, эзотерика, это, опять же таки, повторюсь, продолжение прошлого вопроса, это более сложный путь. И я согласна, и более того, могу заявить, что очень много шарлатанов, которые наживаются на этой теме, потому что это бездоказательная наука. Но в случае мужа я могу сказать, что кто-то хейтит, тот, кто не пробовал. Потому что к нам уже множество лет. Вот мы только сейчас начали где-то вылазить из-под кустиков. И вот спасибо вам большое, что вы приехали, и мы общаемся, задаете вопросы. Мне очень интересно, да. Ранее у нас этого не было. И все наши ученики, которые идут точнее, ученики школы, которые идут за ним, они знают, что он особо нигде никогда не пиарился. Но люди едут. Почему? Результат. Вот если бы я в интернет-магазине, заказав тогда классную вещь, заплатив большую сумму денег, получила честную вещь, такую же, как вот была на картинке, я бы сказала: класс, спасибо большое, и купила бы еще раз. Вот то же самое происходит в школе. Или там с теми же нашими препаратами тибетской формулы. То же самое. Люди получают качественный продукт. Да, это тема, которая вызывает у многих скептические взгляды. Вот как у меня, например, вызывала. Но это правда, это то, что ему где-то, возможно, свыше необходимо нести.